Привет, ты на канале Мир это просто, меня по-прежнему зовут Алексей. Сегодня в видео расскажу, как производить холостую тренировку, что для этого понадобится вообще, как это все выглядит. Поехали. Для чего нужна холостая тренировка? Давайте начнем с главного. Холостая тренировка вам нужна для оттачивания мастерства перезарядки и стрельбы из вашего любимого дробовика. Внимание! Желательно помпового. На соревнованиях, когда происходит такое приятное такое волнение, да, вы хотите победить немедленно, естественно, а у вас на самом деле начинает работать только то, что на подкорке записано. То есть то, что вы руками умеете делать, да, в этот момент голова думает там о совершенно других вещах, о выполнении там определенных задач. Поехали. Значит, что нам, по идее, понадобится для произведения холостой тренировки, да, дома, например. Сегодня мы находимся в СНК Ранчо в Новокуйбышевске, но вообще, как бы, я дома тренируюсь там 3 раза в неделю. Значит, начнем. Первый момент — это пояс, да. Пояс есть у нас, по-моему, на iShooter я покупал, ну, я там посмотрю, ссылочки оставлю в описании на магазины. Нужна вот такая вот штучка для удобной зарядки, я сейчас все медленно покажу. И нужны, соответственно, холостые патроны. Они, кстати, на iShooter тоже были. До этого я холостые патроны делал сам, но это, ребят, целый геморрой на самом деле. Тем более, если учесть, что вот такая прекрасная вещь стоит всего 50 рублей. Ну и, естественно, наверное, у вас у всех уже есть. Если нет, то обязательно такую штуку купите. Да, это для дозарядки. В принципе, для отрабатывания всего, чего только можно. Это вам, конечно, даст большое преимущество на соревнованиях, неважно, на охоте. То есть, когда у вас все это доведено до автоматизма. То есть, я каким образом вообще все это делаю, да? То есть, вот, допустим, медленно показываю. Взвелись мы, закинулись. Все, у нас готово, да? Предохранитель надо убирать. Все. Опять то же самое. Раз. Раз. Медленно показываем все. Так, тут очень важный момент, когда мы начинаем дозарядку с ружья самого, да, с помпового. Понять вам важный момент. То ли вы сверху начинаете докидываться, да, вот я все время вот так вот стою. Вот оно у вас должно упираться. То ли вы сверху вот так докидываете. Ну, допустим, да. То ли кто-то, например, патрон переставим, кому-то, например, снизу вот так удобней докидываться. Тут как бы каждый стрелок выбирает, что ему удобнее. Мне нравится больше вот так докидываться, да, там сверху производить. Но я видел ребят, там особенно американские, они снизу многие вот так вот производят докидывание и, в принципе, выстрел. То есть вот этот момент, отработка, ну, мне кажется, минимум там 100 раз надо делать, там 3-4 раза в неделю. То есть, ну, 100 и то это ни о чем, лучше там 200-300 раз. То есть просто вот стоите в тупую, просто раз докинули, да, все, у вас эта рука вообще свободная получается. Потом это все, естественно, немедленно дойдет до определенного автоматизма. А для чего нам нужны вот эти вот патроны у нас вот на такой интересной, классной штуковине? Переворачиваем. У нас тут все зафиксировано, надо все это дело отщелкнуть, естественно, сначала. После этого переворачиваем. И что делаем? То есть она позволяет нам заряжать сразу 2 патрона. Но у меня в магазин влазит 7 подствольник, то есть один у нас остается в запасе. В принципе, вот так. Кстати, на любом помповом ружье есть такая вещь, которая позволяет нам без выстрелов опустошать магазин. Вот, все, магазин пуст. Ну, в принципе, делаем то же самое. То есть, вот вы, допустим, отстрелялись, у вас там, например, открыто. Оп, закрыли, все, и поехали. То есть, вот, у нас с вами полностью заряженное оружие. Ну, соответственно, там можно все это выстрелами сделать. Все. Можно дальше докидать. Вот, вещь очень хорошая. Вот это дает, конечно, огромное преимущество, когда у вас есть такая скоростная перезарядка. В принципе, советую тренировать так же там 3 раза в неделю, хотя бы там по полчаса, по часу. То есть там 300-500 получается условных выстрелов. А фальш-патроны, их, в принципе, можно делать спуск нормальный, то есть как будто выстрел. То есть прям полностью все отрабатывается, как настоящие выстрелы.
В принципе, ваше оружие после этого в негодность не придет. Давайте покажу связку, например, какую можно использовать, да, также при тренировках. Например, смотрите, у нас здесь с вами 8 патронов, а здесь 6 патронов, соответственно, 14 патронов, да. Можно делать просто вот любые, на самом деле, связки. Я просто что обычно делаю? Вот, например, начинаем мы, да, с вами. Закинули, заряжаемся. Бывает такое, это нормально, часть тренировки. И вот, допустим, начинаем почему-то работать. Все, у нас закончилось, докидываемся. Выстрел, докидываемся. Выстрел. И не забываем, что у нас с вами еще один патрон остался. Он также докидывается и производим выстрел. То есть связки на самом деле разные вообще могут быть. Тут ваша фантазия, как говорится, можете время засекать. Можете просить кого-то из близких, например, там, жену, не знаю, детей, маму, там, папу, кто под рукой есть. Примерно смотреть на время, сколько чего у вас занимает. Полная зарядка и разрядка магазина. Вот и все. То есть тренировка с дробовиком вообще интересная, конечно, вещь. Честно говоря, мне очень нравится. Вот, мне еще далеко до там, мастеров спорта и так далее. То есть я на самом деле все это тоже достаточно недавно приобрел. Буду тренироваться регулярно. 2-3 раза в неделю точно, может 4. У кого, мужики, гараж есть, так вообще мило дело, да, ушли в гараж, спокойно там побегали, даже чуть-чуть подвигались, поперезаряжались в движении. Мы сейчас тоже покажем, как это делать в движении можно, кстати говоря. То есть у вас должно быть ощущение просто, что вы с оружием на «ты». И момент такой важный. Почему они желтого цвета, все эти патроны? То есть я советую уже от себя при любой тренировке, мужики, все-таки в стену куда-то все это, ну, направляйте. Не дай бог случайно патроны перепутаете там или еще чего-то. И к себе, естественно. То есть все меры предосторожности должны быть соблюдены. То есть оружие всегда смотрит куда-то в стену. Если, соответственно, вы на полигоне, то ну в сторону там мишени, да. Ну, хер его знает, блядь, по-русски говоря, что может быть. Может кто-то, блядь, шутку подшутит вам, патрон, блядь, боевой засунет, шутников у нас хватает. Вот и все. Сейчас попробуем в движении. В движении, мужики, тоже варианты, и девчонки, если смотрите, тоже могут быть совершенно разные, потому что на соревнованиях, да, мы начинаем стрелять там с разных позиций, то есть оружие может быть полностью разряжено, оружие может быть заряжен магазин, но патронник пуст. Давайте сейчас просто представим, что у нас полностью разряженное оружие, и мы, скажем так, его производим полную его зарядку, дальше поражаем мишени и параллельно дозаряжаемся просто, вот и все. Давайте условный сигнал, вот я сам себе дам, да, там, вот у нас оружие, там, поехали. Вот мы потихонечку дозаряжаемся. Вот у нас время уже с вами идет на секундомере. Вот у нас полностью оно, допустим, здесь 5 мишеней. Все, например, побежали куда-то. Ага, дозаряжаемся. Бах. Мимо, такое часто случается. Не надо волноваться в этот момент там и переживать. Вот мы с вами потихонечку гасим все мишени, один в запасе. Все. Ну вот, примерно вот такая тренировка. То есть, если есть где побегать на даче только, мужики, пожалуйста, говорю, аккуратней. Там лучше в землю все это направлять, конечно, чтобы никого вокруг не было. Хоть у нас патроны холостые, я говорю, ну мало ли что бывает. В гараже, дома, пожалуйста, тренируйтесь спокойно. То есть, соответственно, чем лучше мы с ружьем обращаемся, тем оно лучше к нам относится. Вы были на канале Мир это просто. Меня зовут по-прежнему Алексей. До новых встреч. Пока.